Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. В этом видео буду разбирать новый узор крючком. Вот такая вот интересная и простая плетенка. Мне очень понравился этот узор. Он необычный, у него столбики связаны в каждом ряду с разным направлением. И получается вот такой эффект переплетения столбиков. Но в то же время этот узор плоский, а, он практически непрозрачный, двусторонний. И я думаю, он отлично подойдет для вязания весенних и летних кофточек. Как раз я сейчас нахожусь в поиске таких интересных узоров. И в этом видео вот я вязала этот узор по схеме из китайской книги. Вот здесь сейчас выставляю схему. Эту схему вы можете скачать по ссылке. Я там дам развернутый вариант. Можете себе распечатать и вязать по схеме. Но я хочу немножко изменить вариант вязания этого узора. Сделать раппорт, вот эти вот клеточки из столбиков больше на один накид. То есть вместо столбиков с одним накидом буду вязать столбики с двумя накидами, чтобы вот эти клеточки были большие. И посмотрим, как будет смотреться такой узор. И вы посмотрите, тоже мне напишите в комментариях, какой вам больше понравился вариант. Первый или второй вариант, который я свяжу. Смотрите в конце видео, что получится. Для вязания я буду использовать пряжа Лавита Янда Baby Cotton. Здесь рекомендован крючок 2-3 миллиметра, у меня 3 миллиметра. Это полухлопок, метраж 50 граммов, 165 метров. И здесь 40% акрил, 60% хлопок. Очень приятная ниточка. Я уже вязала из нее кофточку. Можете посмотреть подсказки или по ссылке под видео. Тоже очень простая, эффектная кофточка получилась. Итак, для начала вязания первого образца раппорт узора в ширину был 5 петель, 5 воздушных петель. И плюс 2 петли для начала вязания. То есть 5 умножаете на количество повторений, плюс 2 петли, набираете цепочку и выполняете узор по схеме. Для второго образца, как я и говорила, я буду менять раппорт узора, изменяя столбики с одним накидом на столбики с двумя накидом. И раппорт узора в ширину у меня тоже расширится на одну петлю. Поэтому я набираю один раппорт 6 воздушных петель плюс 2 петли для начала вязания ряда. Итак, наберу начальную цепочку петель и показываю дальше. Итак, я набрала начальную цепочку петель. Количество петель у меня практически то же самое. Здесь было 42 воздушные петли начальная цепочка в первом образце. Здесь 44 петли. То есть 6 умножить на 7, 42. 7 повторений раппорта будет. И 2 петли плюс начало вязания ряда. Первого ряда. И начинаю вязать первый ряд. Смотрите, вначале делаю столбик без накида, во вторую петельку от крючка. Далее набираю вместо 3 воздушных петель 4 воздушные петли. Делаю на крючок 2 накида, так как я буду вместо столбиков с одним накидом вязать столбики с двумя накидами. В следующую петельку, вот после столбика без накида, ввожу крючок по начальной цепочке. И из этой петельки вот провязываю первый столбик с двумя накидами. Далее вновь 2 накида в ту же точку, ввожу крючок. Второй столбик с двумя накидами. И третий столбик с двумя накидами. Немножко ниточка цепляется у меня. Так, далее
Вот от этой начальной точки столбика, вязания столбиков, отсчитываю вместо 3-4 петельки. 1, 2, 3, 4. И в 5-ю петельку вяжу столбик без накида. Так, 1, 2, 3, 4. И вяжу столбик без накида. Вот. И далее повторяю раппорт узора. 4 воздушные петли. Далее в следующую петельку после столбика без накида ввожу крючок, а здесь на крючок сделав 2 накида, и провязываю из этой петли 3 столбика с 2 накидами. И завершаю вязание раппорта. Отсчитываю 1, 2, 3, 4 петельки начальной цепочки. В 5-ю ввожу крючок и провязываю столбик без накида. И вот у меня получаются вот такие столбики с наклоном, как треугольнички. И так вяжу до конца ряда. Заканчиваю вязать. Первый на самом деле это начальный ряд узора. И как раз последнюю петельку начальной цепочки провязываю столбик без накида. Далее поворачиваю второй ряд, на второй ряд вязания. Набираю 5 воздушных петель по схеме 4, но это мы вяжем для раппорта столбиков с одним накидом. Далее делаю на крючок 2 накида. И вот из вершины столбика без накида ввожу крючок, провязываю 2 столбика с 2 накидами. По схеме идет 2 столбика с одним накидом. Далее идет повтор рисунка. Вяжем столбик без накида. Смотрите, вот цепочка 4 воздушных петель. Вот на вершине вот этого треугольничка делаем столбик без накида. Набираем 4 воздушные петли подъема для вязания раппорта. Делаем на крючок 2 накида. Вводим крючок вот за эту арочку. И провязываем на ней 3 столбика с 2 накидами. По схеме там идет 3 столбика с одним накидом. И так повторяем этот раппорт рисунка. Столбик без накида, 4 воздушные петли и 3 столбика с 2 накидами из арочки. И я покажу, как завершать этот ряд. Показываю, как заканчивать второй ряд. По сути, так мы будем заканчивать каждый четный ряд. Столбик без накида вот на вершине последнего треугольничка. Далее 4 воздушные петли. И здесь мы вяжем неполный раппорт. Вначале делаем 2 накида на крючок и вяжем вот здесь из этой арочки всего 1 столбик с 2 накидами. Далее делаем на крючок 3 накида. И из точки ниже вот основания вот этой цепочки, то есть из столбика без накида, который идет ниже, провязываю столбик с 3 накидами. Это необходимо вот начинать и вязать каждый четный ряд таким способом, чтобы у нас стороны узора были ровные. То есть здесь получаются ровные стороны. Это удобно, так как мы будем собирать изделие какое-то с ровными боками. Итак, начинаем вязать третий ряд.
По сути, вяжется третий и каждый другой нечетный ряд, все одинаково. Одна петля подъема, далее столбик без накида вот в первую петельку ряда, далее набираем 4 воздушные петли, на крючок 2 накида и вот из арочки провязываем 3 столбика с 2 накидами, как первый раппорт вяжем. Далее второй раппорт и все следующие до конца ряда вяжем вот столбик без накида на вершине вот треугольника предыдущего ряда, 4 воздушные петли и столбики с 2 накидами из арочки по 3 столбика. Следующий четвертый ряд вяжется точно так же, как второй ряд, и начало, и повторение раппортов, и завершение ряда, который я показывала ранее. И сейчас провяжу образец, и вы сравните, какой узор получается более эффектным и интересным. Дорогие рукодельницы, я закончила вязать второй образец, и сейчас показываю его поближе. Вот посмотрите, из столбиков с 2 накидами вот эти вот клеточки из 3 столбиков получаются крупнее. В то же время узор получается более такой воздушный, полупрозрачный и более такой ажурный, мягкий. Я думаю, он лучше подходит для вязания именно летних легких кофточек. Вот, а вы как считаете? Напишите в комментариях. И вот первый вариант из столбиков с 1 накидом и вот такой более плотный. Здесь, думаю, более теплые кофточки, а здесь более ажурные, легкие летние кофточки можно вязать. И вот в сравнении рядом. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, и будем вязать крючком красивые летние модели. Спасибо за внимание, до новых встреч!